Чтобы сделать такой браслет, берем шнур и проверяем, подходят ли бусины по ширине отверстия к этому шнуру. Шнур должен во все бусины пролезать вдвое. Вот так, в 2 нити. Деревянная бусина подходит, и проверяем бусину цветок. У нас бежевый хлопковый вощеный шнур толщиной 1 мм. Бусина подходит. Нам нужно шнура 2 отрезка, один 80 сантиметров и один 2 метра 20 сантиметров. Складываем их вдвое и завязываем узел. Выравниваем петельку. Берем деревянную бусину, закладываем в петельку и узелок подтягиваем плотно к бусине. Фиксируем петлю. Короткие концы нити закрепляем посередине. Это будет основная нить. И начинаем плести браслет. Правую нить под основную и поверх левой. Левую нить сверху основной и в образовавшееся кольцо. Затягиваем узел. Снова берем правую нить под основную поверх левой. Левую над основной нитью и в петлю. Пока что браслет будем вязать только начиная с правой нити. Следующий узелок точно так же. Мы вяжем только начиная с правой нити, поэтому у нас начинает плетение поворачиваться. Оно поворачивается вокруг своей оси. Проплели так 4 сантиметра. Открепили основную нить и нанизываем деревянную бусину на обе нити. Теперь добавляем бусину-ракушку. Одну нить сверху просовываем и одну нить просовываем снизу вверх. И вот таким образом она фиксируется на шнуре. Дальше идет деревянная бусина. В бусину цветок мы просовываем сразу 2 нити. Снова деревянная бусина. Бусина ракушка. Но теперь она уже у нас смотрит в противоположную сторону, чем та бусина, которая была первой. Так. И последняя у нас идет бусина из дерева. Продолжаем плести браслет. Подвигаем бусину
И точно так же делаем, начиная с правой нити, только теперь уже подвязываем бусину. И так делаем 7 раз. 1, 2, плотно, красиво фиксируем бусину. Третий узелок. Для толщины шнура 1 миллиметр это 7, а для толщины шнура другой, больше или меньше, смотрите, чтобы бусина сделала полоборота. У нас плетения оборачиваются, и чтобы это было полоборота. Чтобы все бусины смотрели у нас в одну сторону. Если плетение повернулось и вам уже неудобно плести дальше, можно отцепить, повернуть и прицепить обратно. Вот так немножко повернули и прицепили обратно. Сделали 7 узлов. Бусина у нас опять смотрит ровно. Подвигаем ракушку и точно так же подвязываем, точно таким же узелком с правой стороны. Начиная с правой нити. Обе нитки заводим как бы под низ бусины и плотно затягиваем. Вот так получается. Это второй узелок. И снова делаем таких 7. Третий. Бусина поворачивается потихоньку. И на 7-м она полностью развернется в обратную сторону.
Проверяем, все ли правильно. Закрепляем поудобнее. Подвигаем деревянную бусину. Продолжаем плести точно так же, начиная с правой нити. Закрепляем бусину. После того, как мы закрепили бусину, мы начинаем делать прямое плетение, уже без поворота. И делаем узелок, теперь начиная с левой нити. Теперь правая нить. В следующий раз с левой нити. И правая нить. Теперь левая нить. Правая, левая, правая, левая, правая, левая. Подвинули цветок. Правая. Закрепляем цветок плотно. Левая. И тоже делаем правая, левая, правая, левая, правая, левая. И тогда цветок у нас никуда не развернется, будет ровно. Подвигаем бусину. Проверяем количество узлов. Правой нитью фиксируем бусину. Начиная с правой нити, и дальше мы уже вяжем снова весь браслет, как и начинали, начиная с правой нити. Вот так ровно у нас теперь закреплена бусину цветок. Точно так же вяжем, как ту сторону. У нас будет сначала бусина деревянная, потом будет ракушка. Так, вязание перевернулось. Теперь закрепляем поудобнее уже лицом.
Продвигаем ракушку. Привязываем ракушку. Заводя 2 нити позади ракушки. И плотно-плотно затягиваем. Продолжаем. Ракушка у нас потихоньку поворачивается налево, и весь браслет. Теперь бусина. Считаем, сколько у нас было проплетено узелков по горизонтальным полосочкам в самом начале браслета. Вот эти 4 сантиметра, которые мы сделали, можно вот так вот посчитать и сделать ровно столько же узлов внизу. У меня получилось 25 узелков, 25 горизонтальных линий. И я сделала тут тоже 25. Теперь берем все 4 нити и завязываем из них узелок. Кладем их параллельно друг другу и завязываем красивый узел. Добавляем деревянную бусину на 2 нити. И все 4 снова завязываем узелок. Выравниваем его. Теперь деревянная бусина на 2 нити. Отступаем 2,5 сантиметра и завязываем узелок. И с другой стороны точно так же добавляем бусину и завязываем узелок на том же уровне. Концы под углом обрезаем. Обжечь эту нить не получится, потому что это хлопковый шнур, он загорится. Продеваем петлю в наши бусины. Вот достаточно крепкая застежка, но при желании можно браслет укоротить и подвинуть его еще и на эту бусину, и он станет короче. Вот такой красивый получился браслет. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока!